Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, как же правительство может отслеживать криптовалютные транзакции. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. Одним из главных преимуществ операций с ценностями и использованием криптовалют по сравнению с фиатной валютой, такой как доллар США, является псевдоанонимность. В то время как все транзакции, передаваемые через блокчейн, абсолютно прозрачны, неизменяемы, и доступ всем личности людей, осуществляющих эти переводы, представлены в виде строки буквенно-цифрового кода, известного как открытый ключ криптокошелька. Это затрудняет проведение криминалистических расследований для государственных органов компаний, занимающихся кибербезопасностью на субподряде, или для всех, кто пытается изолировать отправителей и получателей активов от недобросовестной деятельности. С годами криптовалютный рынок становится все более зрелым, как и методы и инструменты, которые используются для поиска владельцев конкретных кошельков. Для начала давайте же разберемся, как мошенники скрывают свои криптовалютные транзакции. Из-за прозрачности хранения криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах злоумышленники пытаются усложнить процесс выяснения адресов кошельков, либо как можно быстрее вывести свои активы. Для этого они обычно используют следующие методы. Первое – это криптомиксеры. Сервисы смешивания криптовалют позволяют вносить активы в пул и выводить из него ту же сумму. Второе – это многослойные транзакции. Под многослойными транзакциями понимается практика маскировки средств путем отправки сотен транзакций через несколько адресов кошельков посредников. Третье – это одноранговые сделки. Популярным способом обналичивания украденных криптовалют является продажа средств за наличные через одноранговую пиринговую систему, или же P2P. А теперь возникает вопрос: как же отслеживаются незаконные криптовалютные транзакции? На сегодняшний день существует два основных метода. Первый – это выявление общих моделей расходования средств. И второе – это повторное использование адресов. Оба они направлены на достижение одной и той же цели – выделение конкретных адресов криптокошельков, которые, как полагается, принадлежат преступнику. Также существует пункт, который звучит следующий – общее расходование средств. Под этим понимается процесс использования нескольких различных адресов криптокошельков для отправки одной транзакции на адрес получателя. Его можно сравнить с оплатой обеда в ресторане с помощью 10 различных кредитных или дебетовых карт. Также, как маловероятно, что 9 человек одолжат свои дебетовые карты и кредитные карты 10-му, предполагается, что несколько адресов ввода кошельков принадлежат одному и тому же человеку. Использование нескольких адресов кошелька таким образом обычно требует совместного доступа к паролям или же к закрытым ключам. Люди редко передают закрытые ключи незнакомым людям по тем же причинам, по которым они и защищают учетные данные для входа в систему интернет-банкинга. Чтобы ускорить процесс выявления подобных многоуровневых транзакций, который в противном случае потребовал бы значительных усилий при ручном выполнении, такие аналитические компании, как Chainalysis и CipherTrace, создали инструменты для автоматического сканирования общих шаблонов трат. С помощью этой методики можно определить, сколько кошельков контролирует преступник в результате одной операции. Ну и другой способ приписать криптовалютные адреса человеку заключается в сканировании блокчейна на предмет повторного использования адресов, то есть адресов криптокошельков, которые используются более одного раза в ряде транзакций. Иногда цифровые активы многократно переводятся из одного кошелька в другой в циклическом порядке, и для завершения перевода определенный адрес кошелька повторно используется в качестве выходного адреса. Идентификация повторно используемых выходных адресов позволяет установить адрес кошелька преступника. При этом предполагается, что несколько кошельков, которые использовали до адреса вывода, также, скорее всего, находятся под его контролем. Эти адреса становятся ориентирами и помогают отсеять внешние адреса, которые могут принадлежать микшируемся сервисам, биржам или же поставщикам платежей. А что же может произойти, если незаконно полученные криптосредства будут выведены в фиат? Если злоумышленник успешно выводит похищенные криптоактивы в фиатную валюту, у правоохранительных органов
возникает необходимость в сотрудничестве с биржами для выявления ключевой персональной информации, которая может помочь в задержании преступников. Власти часто получают от бирж и другую полезную информацию, например, список связанных счетов или копии паспортов и документов, удостоверяющих личность, предоставленных при создании счета. Это позволяет замораживать банковские счета, блокировать паспорта и отслеживать любые транспортные средства, связанные с владельцем кошелька. И несмотря на развитие технологий и методов отслеживания, процесс выявления и предотвращения преступной криптовалютной деятельности по-прежнему остается невероятно сложным. Таким образом, более тесное сотрудничество между централизованными биржами и усиление регулятивного надзора за миксерами и P2P-платформами для борьбы с отмыванием незаконных средств через блокчейн выглядит наиболее вероятным развитием событий в ближайшие годы. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам было познавательно и интересно. Если вам все понравилось, то не забывайте ставить лайки, а также колокольчики и подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить же наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.